Всем привет! Должно быть, все уже слышали про эксперимент с целым кольцом и с разрезанным, в котором демонстрируется правило Ленца. Если кратко, то оно заключается в том, что в проводнике появляется ток, когда магнитное поле меняется вокруг него. А электрический ток, в свою очередь, создает свое магнитное поле, и два поля взаимодействуют. Кольцо начинает отталкиваться от магнита или наоборот притягиваться к нему, зависит от того, северным полюсом вы засовывали магнит в кольцо или... Однако, разрезав кольцо, вы не даете ход току, магнитное поле не появляется и кольцо отталкиваться не должно. Но не все так просто, если начать разбираться. Я бы не задумался над этим, если бы не было на дне открытых дверей в одном вузе, в котором помимо рассказа о самом вузе была еще и развлекательная программа. Там проводили разные эксперименты с электричеством и магнитами. И вот там как раз показали этот самый опыт с кольцами. Они взяли очень мощный магнит, поднесли к разрезанному кольцу, и оно тоже оттолкнулось. Они объяснили это тем, что ток из разреза не прерывается, а вместо этого огибает кольцо сначала по внешнему краю, а потом по внутреннему. Позже, когда я вернулся домой, решил посмотреть об этом в интернете и увидел, как у всех этот опыт получается. Целое кольцо отталкивается, а разрезанное нет. Но это была только анимация или картинка, зависит от канала, а там, где проводили живой эксперимент, там кольцо еле-еле отталкивалось. Диктор не обращал на это внимания и говорил, что все правильно работает. Затем я читал комментарии под видео, в которых кто-то писал, что эксперимент на самом деле не работает, другие писали, что все правильно. В общем, я видел споры по этому вопросу в интернете. В конце концов, большинство приходило к выводу, что разрезанное кольцо отталкивается из-за токов Фуко, возникающих в нем, что в целом похоже на объяснение Вузя. О токах Фуко я вам сейчас и расскажу. Если мы возьмем пластинку-проводник и начнем двигать рядом с ней магнит, то внутри пластинки появится электрический ток, движущийся как вихрь по окружности. Он будет создавать свое магнитное поле по правилу Ленца. Поле будет реагировать с нашим магнитом и отталкиваться от него. Токи, которые двигались по окружности и были токами Фуко. Если мы разделим эту пластинку пополам, то все будет точно так же, но токи Фуко будут слабее. Мы можем представить эту пластинку как множество разрезанных колец, и эффект не поменяется. В общем, всем этим я хочу сказать, что когда мы берем одно разрезанное кольцо, то в нем появляются токи Фуко, которые движутся как вихрь. Так что по итогу получается, что в кольце возникает ток, который движется сначала по внешнему краю, а потом по внутреннему. То есть происходит то, что и говорили мне в ВУЗе. На самом деле по теме токов Фуко еще многое можно рассказать, но цель этого видео поставить точку в конфликте об эксперименте с кольцами. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, всем пока.